Доброе утро. Ну вот, выезжаю я из Талгара, еду на дачу забрать спальник, а потом к Ирине. Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о наших невероятных приключениях на реке Или, где мы провели 2 дня полных активного отдыха и вдохновения. Помимо этого, давайте поговорим о том, как активный отдых может влиять на наше физическое и психологическое состояние. Поехали! 7 мужчин и 7 женщин отправились в это увлекательное путешествие, собравшись из разных мест на 4 машинах. Мы приехали в Тамгалы-Тас, что находится в 120 километрах от Алматы, где на скалах сохранилось множество петроглифов, изображений таинственных божеств, поздних буддистских надписей. Тамгалы-Тас находится под защитой правительства Казахстана как культурный памятник и является буддийским храмом под открытым небом, о чем свидетельствует табличка при въезде в урочище. У ребят есть любимая стоянка, где их постоянно встречают все те же тушканчики. И они вот уже в 3-й раз все никак не дожгут огромное полено в виде крокодила. В специальной зоне, отведенной для костра, конечно. Разбили лагерь и установили палатку. Меня любезно приютила Индира. После мы отправились на поиски скалолазов. Скалы Тамгалы расположены в 2 суперсекторах – гавань и не гавань, скалы, смотрящие на реку. И по идее здесь сложно заблудиться и потеряться, но мы не нашли наших ребят. Поэтому решили начать с беговушки. Все зацепочки, да, перед глазами. Ищите перед глазами. Не надо вытягиваться. Почему? Когда вы вытягиваете, смотрите, носки уходят. А нужно, наоборот, попу от скалы. И тогда наступать полностью. Вот. Тогда нога имеет плотное сцепление. Беговушка – это маршрут, по которому бегают, карабкаются без рук, страховки, цепляясь только ногами за валуны и тропы. Что-то похожее на болдеринг. Там я поймала свой первый страх и оцепенение и почувствовала прилив адреналина. Молодец, мокрая вся, боже, у меня ладошки все мокрые, бедная ты. Запишем плюсы в блокнотик. Первое. Преодоление страха и выход из зоны комфорта. Активный отдых часто включает в себя приключения, которые требуют смелости и могут вызывать страх. Преодоление страха и ситуации, выходящие за пределы зоны комфорта, способствует развитию психологической стойкости. Психологическая стойкость помогает лучше справляться с жизненными вызовами и стрессом. Второе. Уверенность в собственных силах. Каждый успешно завершенный вызов приносит чувство уверенности и гордости за собственные достижения. Это укрепляет чувство собственной ценности и способствует эмоциональной удовлетворенности. Вадим Константинович любит ходить по горам и медитировать, слушая свой плейлист, в котором звучит музыка Поль Мариа. Вот эта скала, висячий камень. Ой, уже 40 лет висит, говорит Вадим Константинович. И еще повисит. Тропа называется Беговушка, потому что они сюда
Бегун собирается. Мы будем обходить эту скалу, и я покажу. Ну, давай, спокойно. А что, на висячий не полезем? Вот это тут. Тяжело? Тут это 2 метра, но они такие почти. Спускаться тяжело. Там есть сложность. Там падать. Прогулка вокруг висячего камня была настоящим подарком от природы. Мы окунулись в ее красоту и умиротворение, и это напомнило мне о том, насколько природа способна влиять на наше психическое состояние. Природа дарит нам энергию и вдохновение. Позже мы нашли друзей в секторе Бастионы, где я впервые в жизни попробовала скалолазание. В Тамгалытас около 150 маршрутов, от 4 до 8 А уровня сложности. Названия маршрутов романтичные. Я начала с трассы «Время колокольчиков», 5 А уровень сложности. Долезла до расщелины, и ребята предложили мне попробовать спуститься со страховкой, почувствовать спуск, натяжение веревки. Вот, ага. О-о-о-о. Как же было сложно довериться страховке и отпустить скалу. Во второй раз дальше расщелины подняться не получилось, и я попробовала новую трассу. Называется «Семя», тоже уровня 5Б. И там после очередного затыка поймала маятник. Повезло, что я попыталась сбалансировать телом, развернуть его и цеплялась руками и ногами за скалу. Чудом не зацепилась скалу щекой. Ой, умница, молодец. Пока я наблюдала за другими скалолазами, сидя под скалами, прибоченившись к огромному валуну, неожиданно, откуда ни возьмись, мне в каску прилетел камень. Слава богу, что я была в каске. Слава богу, что он не попал в головы моих товарищей, которые сидели рядом с обеих сторон и без защитного шлема. В тот момент я поняла, что очень важно соблюдать технику безопасности. И никогда нельзя расслабляться у подножия скал. Там, как на стройке, всегда есть риск и опасность, и нельзя недооценивать серьезность ситуации. Что я записала в свой блокнотик? 5. Развитие стрессоустойчивости. Активный отдых может быть физически и эмоционально интенсивным. Столкновение с такими вызовами развивает стрессоустойчивость, что позволяет легче справиться с жизненным стрессом и неожиданностями. 6. Источник адреналина. Альпинизм, сплав по горным рекам, скалолазание и другие виды экстремальной активности стимулируют выделение адреналина, что придает ощущение бодрости и возбуждения.
Высвобождение адреналина может положительно сказаться на вашем уровне энергии и настроении. Но именно в такие моменты, когда мы сталкиваемся с трудностями и неуверенностью, происходит настоящий рост. Это как психологическая тренировка, которая формирует нашу стойкость и самоуверенность. Мне хватило одной попытки, чтобы понять, насколько сложный это вид спорта, сколько много нюансов в нем и как важно проходить специальное обучение, прежде чем влезть на скалы и делать серьезные восхождения. Вернувшись в лагерь, я поделилась своими впечатлениями с Вадимом Константиновичем. Мол, скалолазание не мое. На что он ответил: мое, не об этом речь. Задачи, которые я ставил перед этой вылазкой, это ознакомиться с работой с веревкой, посмотреть на базовые узлы, как работать связки и как страховать. 7. Очищение ума. На дикой природе можно освободиться от информационного шума, технологий и забот повседневной жизни. Это позволяет уму расслабиться и перезагрузиться. 8. Семейное время. На природе классно проводить время с семьей и друзьями. Пикники, кемпинг и активности на свежем воздухе способствуют укреплению отношений и созданию ярких воспоминаний. Вечер в бане стал источником настоящего расслабления. Это мы сидим в бане. 8 человек, нас 9. 10 на улице еще, да? Ныряние в холодную реку после парения в бане сделало наше тело и разум чище, как никогда. Про пользу бани и обзор мобильной походной бани я сниму отдельное видео, а здесь занесем в блокнотик следующие мысли. 9. Улучшение физического здоровья. Проведение времени на свежем воздухе в окружении природы способствует укреплению физического здоровья. Прогулки, пешие походы и другие виды активного отдыха на природе помогают укрепить сердце, улучшить функцию легких и увеличить выносливость. 10. Снижение стресса и тревожности. Звуки природы, включая пение птиц, шум воды и шум листьев, могут помочь снизить уровень стресса и тревожности. Даже просто наблюдение за природой способствует расслаблению. Под звездным небом у костра мы делились впечатлениями, смеялись и пели песни. Эти моменты общения с друзьями наполнили нас радостью и вдохновением. Это как встряхивание эмоционального баллончика, который наполняет нас энергией. Вкусненько. 11. Самосознание и рефлексия. Проведение времени вдали от повседневных забот может способствовать саморефлексии и самосознанию. Это позволяет лучше понимать себя и свои потребности. 12. Улучшение сна. Проведение времени на природе помогает нормализовать циркадные ритмы организма, что способствует улучшению сна. Сон на природе может быть глубоким и восстанавливающим. Мы вернулись к скалам и попробовали новые трассы. Про мой опыт скалолазания вы можете посмотреть в отдельном видео «Скалолазание глазами новичка».
Итак, эти 2 дня на реке Или стали настоящим вызовом и приключением. Но помимо многочисленных плюсов и пользы для физического и психического здоровья, в эти 2 дня я обрела новых друзей и единомышленников, а это бесценно. Говорят, нужна всего минута, чтобы заметить особенного человека. Всего час, чтобы его оценить. Всего день, чтобы его полюбить. Но понадобится целая жизнь, чтобы его забыть. Природа – это не просто красивые пейзажи, это источник здоровья, вдохновения и отдыха. Время, проведенное в природной среде, способствует укреплению физического и психологического здоровья, помогает нам находить вдохновение и является идеальным местом для отдыха от суеты современной жизни. Поэтому не упускайте возможности наслаждаться природой и погружаться в ее благотворную обитель. Надеюсь, что и вас мой рассказ вдохновит и поможет найти в приключениях и активном отдыхе не только развлечения, но и источник силы для развития лучшей версии себя. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до новых встреч!